Я Александр, город Мариуполь, Украина, Донецкая область. Вот. Я, честно говоря, за все это время, с 24 числа, я потерялся в днях. Они для меня дни, как числа, не существуют, и дни недели. У меня день – это утро, вечер и определенная работа. По-моему, 3 дня назад все это было. Мы приехали в Днепр, вывезли 2 семьи. Моя семья, жена, теща и родственников, родители пожилые. И плюс потом еще одна семья приехала за нами на следующий день, кумовья наши тоже вырвались, потому что у нас в Мариуполе наш район западный. Это была первая линия по поводу прилетов к нам, обстрела русских. Так получилось, что уже, в принципе, надо было выезжать. Мы забрали с гаража машину. Я еще по ходу дела председатель гаражного кооператива 9 лет. И мне приходилось все время бегать в кооператив под обстрелами, смотреть просто еще и за сохранностью. Потому что у людей стояли машины, и люди должны были выезжать. И очень сильно меня просили, я вот бегал, посмотрел, отзвонил. Это пока связь была. Потом уже просто родители стали... Не то что просить, а умолять, давай выезжать, потом ты вернешь. Я вообще не хотел уезжать, потому что на мне был, ну так получилось, руководство домом, общие какие-то оперативные тактические вопросы, снабжение, уборка, вывоз мусора, похороны, потому что трупов очень много было. И кто-то должен был делать, и тушение пожара из нашего района большого. Слава Богу, уцелел только лишь один наш дом. Я его номер не буду говорить, потому что дабы по нему не было обратно прилетов. Ну и был такой момент, когда мы недели полторы сидели в подвале. Маленький подвал, куча людей, практически все, было немного молодежи и в основном старики. И утром прибегают, говорят, у вас дом горит. Я за все это время, мне не страшно было, честно говорю, было не страшно. Помереть, умереть и так далее. Я боялся за дом, потому что дом — это наше спасение, где людям можно было хотя бы как-то жить, ночевать и так далее. Не будет дома, ну все, жизнь окончилась. И потом крики, дом горит, все сидят в ступоре, не знают, что делать. Жена моя кричит, никуда не уходи. Я говорю, Лена, мы все сгорим здесь. Ну, прошло, я срываю в себя все. Ломанули мы на 8-й этаж 9-этажного дома. Квартира, люди, молодая пара, но они были в подвале, в другом месте, бомбоубежище. Хата закрыта. Хорошо был лом, кувалда, короче, дверь мы выломали, шли туда, начали тушить, половину квартиры спасли. Выбили кувалдой пластиковый балкон, который выходил на бульвар Шевченко. И на кольце рядом возле нас, Володарское кольцо так называемое, стоял русский танк. Вот, я всем говорю, ребята, нет никакого ДНР, ШМНР. Есть русские, которые нас бомбят, и с которыми воюем. Говорю, все 8 лет. Все, говорю, вот эта точка, и вопросов больше быть не должно. Короче, стоит танк, и он лупашит. Мы потушили этот жар, и он просто лупашит по нам прямой наводкой. Как он промазал? Ну, наверное, рукожопой, слава богу. Снаряд пролетел просто рядом. Пробил лестничную площадку, где-то там застрял, я его пытался найти. Но моментально вспыхнул пожар, и то, что мы тушили, мы просто уже моментально все оглохли, головная боль, наверное, кого-то контузила, но живые. Резко выскочили в коридор, закрыли двери входные в квартиру, ну, потому что мы уже спасти ее не могли. Ну, хотя бы, чтобы она прогорела, и, по крайней мере, следующие этажи. Побежал я на 9-й этаж, бабушка жила, у бабушки ступор, она в квартиру зайти не может, там уже балкон горит. А у пожилых людей, у них же куча хлама годами собирают, и этот весь хлам просто начал гореть. Я уже бабку матами заставил открывать дверь, она не хотела ничего делать, у нее просто вот, ну все, ступор. Я говорю, бабка, открывай, потому что мы сейчас все сгорим. Ну и благо у них там вода была, набирали ведрами, носили и вот локализовали. Короче, потеряли 2 квартиры и 3 балкона, и все. Ну, по крайней мере, дом остался живой. Все остальные дома в округе у нас, ну, просто их долбали так, как говорили, как говорят русские. Почему стреляют? Потому что в каждом окне сидит, наверное, 10 снайперов Азова, Айдара, ну, наверное, еще кто-то. И вот они лупашат по домам. Когда я понял, что когда эти массовые обстрелы, я просто для себя понял, что
город просто сносят. Вот задача снести город, чтобы его просто не существовало. За районом, потом, когда они район накрыли, заходили мобилизованные из Донецка, с Макеевки. Вот, они там 2-я, 3-я линия, но это в основном практически очень много молодежи, не обстрелянной, которые в армии никогда не служили, просто вот их брали. Их видно по форме, по этим советским ремням с бляхой Советского Союза, по этим брезентовым подсумкам и прочее. То бишь русских видно, они одеты по-другому, у них расцветка другая, и мне приходилось, наш гараж там охраняли, вернее, кооператив охраняли товарищи, молодежь. Я просто общался, я не курю, не выпиваю, но у меня всегда в кармане пачка сигарет и маленькие фанфурики со спиртным. Это очень часто развязывало языки. Вот. Я подходил, представлялся, у меня военный билет, я в свое время учился в советские годы Ростовское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск имени главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина на ракетные войска стратегического назначения. Я им показывал билет, я показывал военную форму, я показывал, кто я, что я, откуда все мои предки, они с России, мамочка родила меня в Украине, слава богу. Вот. И просто вот вроде как бы типа как бы свой. Вот. Поэтому со мной было проще им всем общаться. И они рассказывали, один с города Шахт, у меня отец спокойный с города Шахт, я этот город знаю. Вот, ну как-то мы на какой-то такой вот на общей волне находили язык, они мне рассказывали. Значит, разговор был в том, ни еды, ни воды, обеспечения у них практически ноль. Почему я узнал? Я подхожу, говорю, пацаны, вот у меня есть водочка. Ой, дядя, давайте нам. Я говорю, брат, я тебе дам, только у меня вопрос, а ты ж на посту как бы с оружием, ну, у нас там потери, все с ума сходят, все бухают, повальное пьянство. Я говорю, пацаны, а можно у вас, говорю, хочу вот ваш сухпай поесть, вот дальше просто не могу, вот просто дайте. А у нас есть, короче, у них, как говорят, еда есть, но ее нет. Вот, и он говорит... В смысле? Ну, он как, говорю, пацаны, у вас все хорошо? Да, у нас все хорошо. Бананы есть? Да. А дайте банан, а у нас их нет. Ну, в таком плане. Вот вроде как бы хвастается, что есть. Я говорю, дайте мне сухпай. Говорит, а у нас ничего нет. Говорит, у нас подвоза нет, еды нет, они сами ходят, сшибают. И также прекрасно, у нас как раз это Володарская трасса, там куча продовольственных складов. И с водой. Они также там прекрасно, ну, местные, понятно, еду разбирают, потому что кушать надо, потому что люди видят прекрасно картину, что подвоза, ну, гуманитарки нет, ее где-то блокируют. Вот, поэтому люди приезжают, приходят тачками, тележками, машинами и так далее. Ну, и русским и ополченцам ничто не мешало вместе с народом тоже брать себе еду, потому что у них нет ничего. Я видел там лично чуваков этих, как их называют, в попахах, типа казаки, кизяки. Ну, попаху кизяка трудно не узнать. Вот. С эмблемами целовались, очень много машин, полиция ДНР, эти уазики сраные. Вот. С лейбой прям написано. Вот. На въезде блокпосты. Вот. Ну и я прошу прощения, после пожара вот этих у меня до сих пор кашель остался. Потому что такой едкий дым, мебель горела. Короче, вот вся эта ситуация, как бы пора уже было, семья настояла, давай, я до последнего не хотел, потому что как-то, ну, люди остаются. Так получилось волей судеб, что я там стал каким-то командиром, все ко мне, Саша, я их направлял. Так, вы вывозите мусор, вы идете туда, мы идем сюда, ищем батарейки, скотч, окна вылечены. Ну, короче, занимались повседневной работой для жизни. Сделали мы у себя на этаже общую кухню, понавозили еды, воды, слава богу. Ну, пришлось нам это делать, потому что вариантов у нас просто не было. Вот. А бабушки, они при совдепе воспитаны так, что они приходят, а можно мы возьмем, Саша? Я говорю, бабушки, это общая кухня, она для всех, пожалуйста, приходите, берите ровно. Мы не можем так, мы должны спросить. Я вам разрешаю, приходите, берите. То есть я когда уезжал, вот, я обязательно туда вернусь, проблемы сейчас с машиной, там ремонты и так далее. И у нас нет информации, как сейчас в Мариуполе, как нам туда заехать, как попытаться еще, планы есть приехать. Но мы пытаемся вот каким-то образом узнать, чтобы не просто вот ехать так вслепую, и не дай бог там ничего не получится, а пытаемся как-то координировать действия. То есть через хороших родственников, через разные схемы мы доносим парням нашим информацию. Остался у нас там у парней микроавтобус, единственное, с бензином проблемы большие. Но есть солярка, которая хорошо сливается с русских танков. Это было, я врать не буду, я рассказываю только те факты, которые я сам лично, я это видел, да, это есть.
Я не хочу рассказывать подробно о тех людях, которые с той стороны нам помогали очень сильно. Несмотря ни на что, на то положение, которое они занимают. Потому что если их командиры узнают о том, чем они занимаются, как они помогают, это все выходцы из Мариуполя, волею судьбы, которые в Донецкой области на оккупированных территориях остались и которых призвали в армию. Вот. Так получилось. Но они очень хорошо там знают нас, приехали, помогали и так далее, и прочее, прочее, прочее. Вот, короче, семьи вывезли, я всем бабушкам там плакали, стояли, не уезжай, не бросай, я обеспечил их всех там батарейками, едой. Парни, пытаемся снабжать их соляркой, обращается очень много людей, которые просят, а вот по Мариуполю там тяжело, там блокпосты, там где-то обстрелы идут. И каким-то образом, чтобы людей, даже нам незнакомых, из подвала выдергивать. Ну, я парней, так вот у меня мысль родилась. Они говорят: Саня, ты давай координаты, по мере возможности будем узнавать, где не стреляют, будем по этим местам приезжать, кого сможем, мы оттуда вытянем и куда-то будем переправлять. Как это сейчас все работает, я не знаю, но я их назвал ангелы на колесах. Ну, это просто золотые люди, прекрасные люди, я знаю из них, не буду опять говорить конкретно кто, но это сотрудники полиции Украины, которые не бросили. Я знаю полицейских, которые переобулись і, сука, сами пошли в деревню. Ну, от я, власне, знав такі історії теж, да, що є частина якась поліцейських, які перейшли на бік окупантів. Я лично знаю, мне когда сказали про людей, я, честно говоря, вчера мы с ним бегали, искали батарейки и так далее, а потом человек уезжает, и мне говорят, что он сам пошел на службу в полицию ДНР. Ну, люди там негодовали, я говорю, я не могу, у меня, говорю, нет времени там кого-то осуждать, это его выбор, я говорю, ему с этим жить. Но были парни полицейские, которые остались до последнего, которые вот занимаются, ну, естественно, они в форме не бегают, оружие все спрятали, но они занимаются тем, что пытаются каким-то образом в качестве, как гражданские люди, людей спасать, вытягивать и так далее. То бишь до конца они сказали, говорят, мы до конца полиции. Вот я без пафоса это все говорю, не привык громогласно, лозунги какие-то. Но это действительно люди, которые остались до конца верны присяге. Я просто знаю их лично и знаю, кто они, откуда и так далее. Вот. И когда кто-то спрашивает, а кто это, я говорю, это просто человек, он работает, он выполняет свой долг, людей вытягивает откуда может. Было даже в ближайшие села вывозят. Там есть свет, какое-то тепло и так далее, чтобы люди немножко покупались. Когда мы выезжали, я 3 недели, как и все, черные ногти, черные руки, волосы, вот так понятно. Вот, весь такой. И могу сказать, остановка была в город Токмаке, Токмак, это просто, это сильный город, это сильные люди, красавцы, волонтеры встречали, принимали, денег не брали. Вывозили волонтеры тайными дорогами, тропами по минным полям. И это просто, ну, красавцы. Вот, дай Бог им здоров'я, настолько они там все. Скажіть, а яка от взагалі зараз ситуація в Маріуполі на той момент, коли ви звідти їхали? Так? Тому що ми 2 тижні вже по всій Україні, по всьому світу фактично говоримо, да, що в Маріуполі зараз гуманітарна катастрофа, цілком реальна гуманітарна катастрофа. Да? Як це виглядає на місці? Мы когда выезжали, сейчас, одну секунду, Андрюха, а вы какого числа выезжали? Не помнишь? Мы 21-го, вы 20-го. Мы 20 марта выезжали, как раз мы вот практически уже начали движение с города Мариуполя, но у нас край. Ехало, я не помню, 2 или 3 прям мимо нас проехали, пару КАМАЗов Z. И ехали КАМАЗы, вот эти белые тентованные, так называемые, вот это гуманитарная помощь МЧС ДНР. Вот, они заезжали. Что там было, не знаю, но мне потом парни все-таки умудрились найти там высшую точку. В Мариуполе связи нет, но по причине антенны без питания Киевстаровской. Поэтому просто, но в центре где-то еще какие-то антенны, это как мне рассказывали, еще более-менее работают. Короче, пацаны умудрились позвонить и рассказали вот про ту колонну, которая шла, где, я не помню, в каком месте эта колонна остановилась, но люди, понятно, без еды, вот, стояли в очереди, говорит, какой-то товарищ выбежал. Ну, видно, с головой у него не все в порядке, ну, либо россиянин, либо с ополчения.
И автомат навел, типа вы тут все такие-сякие, а вот нас, у них стандартная песня, нас 8 лет бомбили прям в Донецке и ракетами закидывали, как вроде мы сколько проехали блокпостов, везде одна и та же песня. 8 лет Донецк бомбили, а теперь вы, твари, испробуйте все, что мы испробовали. Я про себя думаю, такое впечатление, вот прям по его хате где-то 8 лет снаряды пролетали, а теперь он нам желает, чтобы мы прочувствовали то, что прочувствовали мы. Ну, знаете, с тупорылами просто вообще бесполезно о чем-то говорить, я просто слушал и так далее. Ну, в основном как-то вот более практически на выезде агрессии мы не услышали, но при раздаче гуманитарки, так называемой, я не знаю, что там было, не могу сказать, ну, какой-то, наверное, минимум еды. Вот выбежал один, что-то пытался, ну, боялись, что он просто выстрелит. На толпу автомат навел, а стоят же тетечки, дядечки, бабушки. Вот, ну, свои же выскочили, дуло кверху задрали, его куда-то в сторону утянули. И мы, когда выезжали на каком-то посту, я не помню уже где, я потерялся в этих местах, тоже какой-то прям, ну, либо, может, я не знаю, может он по жизни такой вот, извините, недоношенный, вот, либо шлакоблоком его где-то ударили, ну, реально, вот такое тупое существо, ну, видно, наверное, максимум уровень его, это грузчик на какой-то базе, вот, ну, это все его достижения. И он что-то прям целенаправленно пришел и начал там исполнять, а мы как раз остановились, ну, все дружно захотели в кусты по очереди, вот, а он давай, ну, его, правда, свои отвели. Ну, реально, сколько ехали, вот я человек не пьющий вообще, человек, когда выпил, его сразу видно. Вот по разговору, по перегару, ну, такое впечатление, что они сплошняком где-то там потихоньку вот принимают эти напитки. Но мне так показалось. Вот, это по поводу гуманитарной помощи. А у нас был приемничек. По поводу гуманітарної ситуації, по поводу, от, власне, гуманітарної катастрофи, да, то, що ми говоримо, що люди без води, без їжі, без нічого. Вначале отключили газ или даже свет. Газа нет, света нет, связи нет, интернета нет, воды нет. Воду носим, мы носили, была разбита, не разбитая, а брошенная там, помывка автомобилей и какая-то там небольшая сауна. И бассейн. В бассейне осталась вода. Мы носили ведрами эту воду, весь район, кто мог. Ну, хотя бы в туалет, там, руки помыть, ну, для технических нужд. По поводу питьевой воды, единственная ситуация немножко изменилась, когда стали разбирать склады с водой, с питьевой. Вот, мы тоже туда ездили, потому что понимали, что без воды будут большие проблемы. А так, центрального постачания, короче, нет ничего. Реально катастрофа, и как я слышал, ну, читал в новостях, прорывалась иногда связь, чуть-чуть что-то мог там прочитать, но это так, крайне редко, о том, что, ну, якобы сделать блокаду, чтобы защитники Мариуполя сами, грубо говоря, от голода там померли или сдались или так далее. То бишь замкнуть кольцо, чтобы там минимум людей выжило. Ну, вот как-то так, вот такая информация. Потому что, зная обстановку, как она есть, и по радио у нас был приемничек, никогда не думал, что буду старыми приемниками пользоваться. Ну, так оно и вышло. Батарейки там с помехами, но мы в подвале постоянно. У нас был ответственный человек за новости. Я ему сказал, ты слушаешь, сидишь новости, и вечером ты готовишь, я говорю, краткую, сжатую материал о том, что у нас произошло. Ну, так и было, потому что, ну, мы все занимались делами. Чувак сидел, батареек не было, мы находили подсолнечное масло, делали вот эти фитилечки, наливали, и постоянно у нас был такой свет. Фитилечки, пропитанные подсолнечным маслом, это наш единственный свет, который был. В подвале ж темно, света нет. Вот. И человек подливал масло, ну и слушал новости. Потом вечером приходил, я говорю, давай. И вот все садились, бабушки, дедушки и мы. И он кратко, вот со своей точки зрения, все это рассказывал. Где наступаем, где отступаем и так далее. И все время речь о том, мы сразу там гумконвой. Где-то тормознулся, не пропускают, стоит. Все. И вот стоит... Мы ехали, уже заехали на неоккупированную территорию. Ну, я этих мест знаю, как в Запорожье ехать. С одной стороны так называемая тарелка стоит, по ЗАИ или так далее. Потом мост в балочке взорванный. И наверху, вот, там уже все хорошо. Внизу там стояли кадыровцы, потому что их уже по акценту, короче, так это вот так, у вас паспорт, у вас и так далее. Ну, там трудно, ну, не определить, ну,
слава богу, все было культурно, вежливо, на «вы», и вот в этом плане мы проехали. Ну, нам, я не знаю, может быть, где-то кого-то и раздевали. Один раз у меня на Бердянском кольце, налево Бердянск, направо Запорожье, стояли русские. Их там к бабке не ходи, по акценту уже сразу слышно. Людей с Украины слышно, особенно наши края, на «г», мы «г». Вот, когда с акцентом вот так, ну, я не могу это повторить, но сразу. По форме видно, по каскам, по мундированию и так далее. Ну, правда, я вышел, говорит, будьте любезны, там, приподнимите. Я хотел куртку снимать теплую. Он говорит, не надо, просто приподнимите. Ну, я татуировки никогда не собирал, у меня ни одной нет, просто большой шрам на животе, поэтому посмотрели, говорят, все, спасибо, хватит. Татуировки проверяют? Проверяют, да, и спрашивали за телефоны. Мы под конец там наладили, мы разбирали старые разбитые машины грузовые, у нас на дорогах стоят. Брали, снимали аккумуляторы здоровенные, пацаны придумали переходник, ну, как в машинах, можно же телефоны заряжать. Мобильные, ну, в автомобиле. Пацаны придумали, мы притянули в квартиры, поставили, и пацаны придумали переходник. То бишь мы начали потихоньку людям заряжать телефоны, чтобы как-то ловить связь. Связь мы ловили, я писал кому-то, кому надо, смс-ку, телефон у меня был включенный, и я постоянно был в движении, и каким-то странным образом, где, наверное, связь чуть-чуть ловила, смс-ка уходила. Таким образом я смс-ки принимал. То бишь, какая-никакая, но, в принципе, связь была. Є дуже різні дані щодо кількості смертей мирного населення. Є офіційні цифри, які говорять зараз про 2-3 тисячі. І є цифри, які озвучує керівництво міста Маріуполя, яке говорить про десятки тисяч загиблих цивільних. От яка, знову ж таки, і це величезна цифра, але все-таки що здається більшим до правди? Смотрите, я по поводу ответственности со всей совестью заявляю. Наш, в кавычках, замечательный мэр Бойченко Вадим Сергеевич, предатель, конченая сука, который бросил город изначально и который с города свалил. Его в городе нет. Поэтому не верьте никому, что вам рассказывают, что он, сука, в подвале сидит и там где-то рассказывает. Его в Мариуполе нет. Как-то можно обратиться в Краматорскую ОДА, этот Кириленко, по-моему, главный вот этот губернатор. Была статья, я в Телеграме, у меня куча там групп, я читал, что Вадим Сергеевич находится в безопасном месте, где-то там. Просто из этого безопасного, уютного, тихого места ему намного удобнее вести деятельность и так далее. Его в городе нет. Это уже, по-моему, каждый житель знает. Поэтому сидит какой. Я не видел ни одного руководителя. У нас же, когда еще более-менее спокойно было, началось повальное мародерство. Началось с метро. Разграбили, я по-другому это не назову, это мародерство, люди брали, я понимаю, когда брали еду, я понимаю, это людям надо кушать, но когда, извините, я уже в разбитый, а рядом Порт-Сити, развлекательный центр, который сгорел, когда я пошел в этот Порт-Сити, было до последнего момента, перед нашим, где-то до 20-го, по-моему, даже 19 марта, я пошел туда обследовать, я искал батарейки, мне нужен был скотч заделать окна, вот, и если... Ну, смешно звучит, но разворовали секс-шоп. Ну, я думаю, куда? Да, я рядом, у меня вот это все ж мое любимое знакомое, это я пришел туда, оно ж в темноте все, я с фонариком, я захожу, я вижу по коробкам, ну, что там лежало. Думаю, ну, наверное, горы всех этих огурцов и так далее. Увидел, ну, это смешно, тогда это было не смешно, сейчас это секс-шоп разобрали. Куда это? Для еды, я не знаю зачем, на обмен какой-то. Пару плеток БДСМовских лежало и что-то еще. Я еще подумал, возьму одну, приду посмеяться, а потом думаю, не, люди настолько сейчас, ну, не смешно будет. И я не стал ничего брать, я искал батарейки. Вот. Поэтому по поводу мэра с ним все понятно. Люди тут уже желают ему, чтобы его вернули, где-нибудь повесили, потому что есть в Телеграме прекрасный канал Супер Марик. Вот можете найти его, подписаться, там куча информации. Вот, там даже мои фотографии опубликовали. То бишь мэр, как и руководство двух комбинатов, комбината Ильича и комбината Азовсталь, это два металлургических гиганта в Мариуполе, они 24 числа все сдрыснули. Их не было. Они как знали, завод остановили на тихий ход, то бишь завод остановили. Такое впечатление, что у людей была информация, что будут херячить. И завод остановили, чтобы потом, после всех каких-то передрях, после окончания войны, завод можно было запустить. И потом все, они пропали, никого нет. Большое руководство города Мариуполя, но я не видел никого. И я понял, когда начали мародерить, что если бы мэр был бы,
как бы организовали это все дело, и, может быть, его потушили, потому что мне приходилось даже по маленьким магазинам, я один раз умудрился, было тихо, ходил по Мариуполю, искали связь, но мы ее не нашли, там хотя бы сказали, что идите туда-то, туда-то, 1000 мелочей, там вроде как большая вышка Киевстара будет ловить. Вот, и мне приходилось отгонять людей, залазили в магазины, в телефоны, били стекла. Я уже... Я говорю, куда? Вот я просто цитирую сам себя. Куда ж ты, падла, лезешь? Ты ж ко мне в церковь придешь, я ж тебя, сука, там прокляну. Ну, у меня голос такой. Я там 200 лет назад умел в микрофон красиво говорить, а я ж с бородой. И, наверное, меня с батюшкой путали. И давай я понял, что эта схема работает, надо вот на эту православную тематику. Они вылазят, на меня смотрят, но уходят. Потому что просто так кричать матом им... Ну, вот было такое. Но я потом понял, когда... Я вижу это повальное мародерство, я понял, что я уже это просто не остановлю. Это уже просто вот как у американцев говорят, теория разбитого окна. Достаточно одному окно разбить, другие в него полезут. Или бумажку бросить. Это, я говорю, это было уже не остановить. Поэтому я даже, опять же, не хвалю себя, рассказываю так, как оно есть. Когда я заходил в Порт-Сити, он еще более-менее нормальный был, я искал батарейки, пальчиковые на батарейки, не более того. Люди грабили еду, там, бла-бла-бла, одежду, все подряд выносили. Вот, я даже, мне настолько стыдно было брать чужое, я даже написал 2 расписки о том, что я взял там на 14 батареек пальчиковых и обязуюсь деньги отдать. Вот, я говорю, я буду перечислять куда-то в фонд, не могу, вот просто вот, у меня принцип такой, чужой, не я ложил, не мне брать, но я просто был вынужден это делать, потому что, без батареек в темноте мы просто бы не протянули. Взял немножко, да, і... Да, а яка все-таки ситуація, повертаючись до питання, щодо загибелей серед мирного населення, серед цивільних, смертність яка? Смотрите, я считаю, наверное, по максимуму, потому что вот судя из нашего дома, из рядом стоящих, которые там все сгорели, было до последнего, что люди не хотели прятаться в убежищах. Вроде выстрелы, но они сидят у себя дома. И я так понимаю, что очень много людей просто в домах сгорело. Это еще предстоит уяснить, просто они никуда не уходили. Было очень много людей, которые плохо передвигались. В нашем доме, допустим, несколько инвалидов, которые просто лежачие. Слава богу, повезло нашему дому, что он остался целым, мы успели потушить. Вот напротив дом, я не помню сейчас, тоже в нашем районе, при мне ночью, где-то в час ночи летел самолет, я сразу гул слышу. Я сейчас от любого гула самолета просто пугаюсь. У меня вот все так сжимается. Вот. Это пройдет, как сказали, наверное. И я увидел, а как раз у меня окно вот на эти дома смотрело, а я так поздно все время ложился спать, там новости читал, все, до утра старался как бы сдержать, думаю, утром будет потише. Сбросили, я не знаю, что это за бомба была, но рвануло так, была такая яркая вспышка, и дом загорелся. В этом доме, я знаю, было люди, которые в подвал не спускались. Дом выгорел там моментально, и его потом еще несколько раз обстреливали, и вполне возможно, в домах осталось очень много людей, которые просто не успели убежать, которые, я так подразумеваю, они там просто сгорели. И это мое мнение. И с учетом того, что сейчас массовые похороны во дворах, вот у нас во дворе напротив меня дом, 2 человека, один, я ходил, смотрел, один обгоревший полностью, гражданский, видно, одежда гражданская, жители соседнего дома. Второй, из целого только 2 ноги, рука на дереве рядом и голова. А само тело просто как лепешка лежит, и все. Но опять же, я думал, я буду тяжело это воспринимать, как-то слава богу, я к сожалению, я нормально это все воспринимал, где действительно не было никакого испуга. Я ходил, накрывал, рядом с одной стороны тоже парень молодой куда-то бежал. А, к сожалению, прилеты, их ты ж не слышишь до тех пор, пока они не взорвутся. И оно осколками, я там такие осколки находил, здоровенные. И даже дома я там собирал коллекцию, приносил вот такие. Я даже не знаю, это как пуля вот такая здоровая, болванка. Это если в человека попадет, то разорвет нафиг. И в округе, рядом дом, дед выходил воды набирать, в деда прилетело, голову разбило. Рядом в соседнем подъезде девчонка молодая лежала. Потом стали старики выносить, заматывать, прямо на дороге лежали. Видно, наверное, сердце не выдерживало. У нас в подвале тетя, бабушка сидела, не старенькая, вроде такая моложавая, вышла и не могут найти. Она пошла в квартиру и умерла. Вынесли из
за техническим строением, там люди... Я ходил по дворам, обследовал. Я у них как гонец был. Я выходил, где можно там пробежать по району, везде все посмотреть, а потом меня ждут, говорят: Саша, ну рассказывай, что там у нас в городе. Ну вот я что увидел, то и рассказывал. Людям нужна информация, потому что без информации. Везде трупы, хоронят во дворах. Поэтому я так думаю, людей будет очень много. Я потом посмотрел, у меня родители на левом берегу. Ну, я по спискам нашел, что они в подвале живут. Дом сгоревший, у меня есть фотография, я даже стрелочкой отметил, где они там жили. Среднего брата нашел, он в Мелитополе, младшего не нашел, 36 лет, даже не знаю тоже на левом, где он. Вот, но я по разрушенным домам, и с учетом того, что люди все-таки до последнего не спускались в подвалы, а хочу сказать, что наш доблестный мэр, вместо того, чтобы, сука, строить фонтаны, уже до людей стало доходить, он лучше бы готовил бомбоубежище. Я людям говорю, 8 лет идет война, говорю, она не вчера началась, 8 лет. Он фонтаны строил, а убежищ не было. Вот показала драмтеатр, который, я до последнего не вірив, що його розбомбили. От про драмтеатр хочу спитати вас, якраз про драмтеатр хочу спитати окремо, як сприйняли цю історію в Маріуполі, да? Тому що це... Мы по радио, смотрите, мы же далеко не уходили, у нас пока были мощные обстрелы, практически подвал, подъезд вокруг дома и так далее. Вот, когда по радио услышали, что сбросили бомбу, ну народ реально не видел, ну такого быть не мог. Ну как, ну драмтеатр, ему же 100 лет уже, он такой, ну при Совдепе построили, но ну такое сооружение, это знаете как, ну они не горят. Вот. И я не верил до конца, потом мне просто фотографии присылали, и я увидел, что от драмтеатра только стены остались, а в середине. А у меня там как раз был такой момент, один день такой спокойный, я до драмтеатра пешком дошел. Вот. Я там встретил свою куму, она с ребенком сидела в драмтеатре, вот, в подвалах. И, ну, вроде как всех спасли, а вроде не всех, потому что, ну, сведения разные, поэтому конкретно сказать, как там все было. И даже вот я в каком-то телеграм-канале опубликовали видео в момент сразу после взрыва изнутри. Вот, поэтому, ну, я надеюсь, что все выжили, но с кумой связи нет, поэтому я, честно говоря, ну, сказали, что те, кто в подвале вроде более-менее нормально, кто в одной стороне был драмтеатра, вроде погибли, с другой стороны, внутри находились, именно внутри драмтеатра, не в подвале, а в драмтеатре. И туда прилетела бомба. Я увидел фотку, когда просто стены стоят, а внутри нет ничего, просто пустота. И окна такие светятся. Мне люди прислали, девочка, журналистка с Мариуполя, она сейчас с Запорожья, и она мне прислала фотку, я понял, что, ну, так оно и было с драмтеатром. По количеству жертв, я думаю, наверное, очень много. Это еще предстоит узнать. Если ходить по домам, то вполне возможно... Опять же, я беру это из личного опыта, что люди, когда уже совсем все стало плохо, даже и тогда некоторые просто из квартир не выходили. А с учетом того, как дома вспыхивали моментально, и при мне было, когда вот дом, будний день, просто с артиллерии его или там с радов его вот утюжили в дом, вот прямо я стою, а в него прилеты, и я уже потом с товарищами, там, с россиянами, с ополченцами, я говорю, пацаны, вот по вашей логике, как вы рассказываете, в каждом окне, ну, извините, когда у них до сих пор по Мариуполю бегает Айдар, то я понимаю Азов, Айдара в Мариуполе не, давным-давно расформирован, они в составе там уже Збройных сил Украины, ну не было у нас, ну не было его, ну Азов согласен, кому нравится, кому не нравится, это уже дело каждого, но вот, и когда, говорю, по-вашему, и в каждом, это удивительная история, в каждом окне по автоматчику, который с автомата бьет по русским и кричит с каждого окна, с каждого с дома, я не сдаюсь, поэтому они лупашат по этому дому. Я говорю, пацаны, ну судя по тому, как вы дом просто разбили, в каждом окне сидело по автоматчику. Да. Скажіть, вот. Ну, это у них такая логика. Які настрої людей в Маріуполі от після цього всього? Ну, в смислі, якісь сторонники там руського міра залишилися в Маріуполі, чи все-таки оце все поміняло остаточно? Ну, опять же, я не могу сказать за всех людей конкретно. Были... Ну, за тих, з ким ви спілкуєтесь. У людей поменялось мнение. Они воочию увидели,
Они понимали, откуда стреляют. Понятно, были такие мнения, что, опять же, у каждого своя голова, и каждый для себя решает сам. Ну, может быть, это украинская сторона. Все может быть, потому что, знаете, в начале, когда русские наступали с западного направления, было понятно, кто откуда стреляет. Потом уже, когда линия фронта передвинулась в город, вообще было непонятно, как это происходит. И зачастую, хочу сказать, к сожалению, когда воюющие стороны страдают мирные жители, потому что любая сторона, я понимаю защитников Украины, когда отстрелы идут с территории города, резко снимаются и уходят, на это место идут прилеты. Там уже никого нет, а там мирные жители. Поэтому во всей этой ситуации перестрелок, в первую очередь, вот из-за этого и очень людей много гибло. И просто когда, люди реально, я разговаривал и рассказывали, просто как бы там ни было, но, извините, все говорили, что русские это пирадасы. И людям просто вот, и там уже говорить не надо было ничего, там просто все вот это показало, кто есть кто. А потом уже, когда в городе смешалось, там вообще я уже перестал понимать, откуда летит, кто стреляет, зачем стреляет. Мы просто жили среди этого, и все. Мы к этому пытались привыкнуть. Вот, как-то так. Потому что позиции движения по городу мы не знали, кто где стоит, куда стоит, информации никакой нет. Ну, просто прилетало и все. Ну, потом я уже понял, что наш район отбомбили, зашла вторая, третья линия от этой охраны, так называемая ДНР. Хотя, я говорю, никакой ДНР нет, есть временно оккупированная территория Украины. Вот. Поэтому сейчас жена звонила. Вот. Поэтому люди, в принципе, понимают, что, куда, зачем, для чего. Ну, может, кто-то остался с каким-то другим мнением, я не знаю. Я не могу за это сказать, поэтому я говорю за тех, которые были вокруг меня, с которыми я общался, и которые вот свое мнение. Как бы, говорит, не было, нравится, не нравится президенту Украины, власть и так далее, говорит, у нас бомбили русские. И все. Вот так. Хорошо, Саш, дуже вам дякую за розмову. Тримайтеся, ну і сподіваюся, що вдасться повернутися вам до Маріуполя ще. Все, хай щастить, гарного дня, слава Україні, Путін хуйло. Героям слава, воістину хуйло.